Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем с вами готовить карасиков в сметане. В идеале для этого блюда карасик у вас должен быть размером чуть меньше, чем с ладошку, а то еще меньше. Но мне такие не попались. Поэтому я взял карасей грамм по 300, по 400. Для того, чтобы они в блюде приятно кушались, их нужно однозначно разделать. Поэтому я их разделал вдоль и поделил порционно на куски. Вот как это выглядит. Большие у меня на 3 куска, там где половинки у меня поменьше, без скелета, у меня на 2 части разрезаны. Для приготовления блюда нам понадобится непосредственно сам карась, лук репчатый, много, достаточно лука нужно, зеленый лук, грецкий орех, чеснок, укроп, перец зеленый и белый, зеленая паприка хлопьями, сметана и соль. Я вам рекомендую для рыбы совмещать зеленый и белый перец. Он очень хорошо гармонирует. Что с жареной, что с печеной, что вареной и так далее. Очень хорошо совмещается. Для рыбы понадобится мелкая фракция. Первое, рыбу нужно посолить. Кто знает, хорошо, кто не знает, скажу, когда покупаете рыбу, обязательно обращайте на цвет глаза. Если глаз у вас явного контраста, это свежая рыба. Если глаз уже будет мутный, такую рыбу лучше не покупать. И обращайте внимание на цвет жабр. Жабры я удалил. Если жабры у вас красные, значит рыба свежая. Если жабры уже мутные, такого молочного цвета, такую рыбу лучше не покупать. Посолили, следующий перец. Самое интересное в этом моменте, когда рыба у вас разделанная, она у вас хорошо прожарится, у вас косточки прожарятся, особенно в спине мелкие. И тогда вам будет ее приятно потом кушать. Весь эффект в этом блюде, когда ты его кушаешь, а не когда ты его готовишь. Поэтому вы должны сделать все возможное, чтобы кости пережарились. Если вы цельную рыбу надрежете в районе спины и будете ее обжаривать, вам это не поможет. Либо должны быть у вас карасики, напоминаю еще раз, чуть больше половины ладошки, это в идеале. Либо, если у вас более крупная рыба, разделанная пополам и нарезанная порционно, вплоть до маленьких полосочек. Соль, перец, повторяем то же самое с обратной стороны. Глянь, филешечка чистая, будет просто супер прохрустовая, то, что нужно будет. Аромат. Когда посолили рыбу, рыбе нужно поставить хотя бы минут 10-15, чтобы она на себя потянула соль. В это время пока нарежем лук. Лук в этом блюде нарезается крупно. Не тонко, а как раз крупно, наоборот. Вот так вот. То, что нужно будет. Почему крупные? Когда мы правильно пожарим лук, а здесь лук, самое главное, не пережарить. Потому что у вас потом в конце получится не лук со сметаной и с рыбой, а получится какая-то каша. И лук нужно сохранить аль денте, скажем так. Он должен у вас быть пропаренный и слегка подхрустывать в этом блюде. Вместе с рыбой, в сметанном соусе. Вот и постарайтесь его не пережарить. Холодно, хоть бы не заболеть. Оператор говорит шапку одеть. Подготовим заправку для рыбы. О, солнышко распогодилось. Соседская собака. Собака соседа святое. Старенькая, правда, уже. Сара. Сара, иди сюда. Хорош. А где ты бегала? Сметану будешь? Сметану. Мягкая, холодная. Сметану я буду использовать 15% по жирности. Купил маленький пучок лука зеленого, свежего, половину. Отправлю в соус тушиться.
Половину буду посыпать в конце. Добавлю небольшую щепотку соли. Добавлю белый и зеленый перец крупного помола. Добавлю зеленой паприки. Пусть разбухает. На 600 грамм сметаны, которую буду разлить питьевой водой, возьму 8 зубочков чеснока. Чесночный должен быть соус. Для карася чеснока не жалейте. У меня здесь 150 грамм грецких орехов. Буду измельчать их в блендере. И буду отправлять половину в соус, половину потом буду перекладывать шарами. Вот так вот. Орехи со сметаной придадут особый вкус. Отлично. Половину отправлю в сметану. Даже чуть больше. Процентов 60-70 отправлю в сметану. Так, еще чуть-чуть добавим водички. Чуть-чуть буквально. Отправлю немного орехов. Хорошо, закладываем. Отлично. Лука должно быть много. Следующее. Возьму немножко зеленого лука. Укропа. Орех грецкий. Берем грецкий орех. Не хватило у нас соуса, пришлось домешивать. В итоге у меня получился литр сметаны. Сковородка в диаметре большая, поэтому нужно будет много соуса. Рыбу до конца вы не заливайте полностью, немножко должно у вас сверху остаться, потому что в процессе кипения оно все подымется. Отлично, начинает прокипать. Это блюдо нагревается, раскрываются все специи и подается. Сейчас немножко активнее начнет кипеть и будем дегустировать. Все, блюдо закипело, специи раскрылись. Перекрываем.
Ну что, дорогие друзья, продегустируем, что у нас получилось. Возьмем, отломаем рыбки. Это супер. Нежная кремовая заправка с рыбой. Очень вкусно получилось. Сливочный такой привкус. Сметана получилась. Сметана получилась однородным соусом. Мы ее не перекипятили, она не свернулась. Обязательно режьте крупно лук. Обязательно его не пережаривайте, потому что он дал сладость огромную. И он как-то распарился и передал пикантность этому блюду. Я просто знаю, если бы здесь карасики были размером с пол-ладошки, это было бы блюдо еще в 10 раз вкуснее. Но оно просто суперовое. Я всем рекомендую попробовать. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока.